стричь. Ты успокоился? Молодец. Даже я не кушал, я устал. У меня сегодня забастовка. Добрый день, друзья. Мистическая история. Очень жаль, что грустная история. Буквально неделю назад я вам показывала две орхидеи и рассказывала про фунгициды. Я не знаю, как это получилось. Вот можно не верить ни во что сверхъестественное, но здесь вот действительно какая-то непонятная история для меня, по крайней мере. И самое главное, что печальная. Я рассказывала, что когда вырастает детка от пенька, мы никогда не знаем, что произошло с мамой. Какие у нее были болезни, от чего погибла мама. И сегодня, по прошествии буквально недели, хочу вам показать вот именно тот цветок, который я показывала в прошлом видео. Ссылку на то видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Я не подхожу каждый день к цветам. Ну, ко всем цветам, это просто невозможно. Ну, раз в неделю. Но когда я их поливаю, и вот я подхожу поливать цветы, и что я вижу? Ужас. Просто ужас. Вот эта детка, которую я ждала от лунной серенады, и которая так прекрасно росла, я вижу на ее стволе мокрое пятно. Вот как раз рассказывала о том, что не знаем, что произошло с мамой. Вот здесь на стволе детки появилось мокрое пятно. Знаете, не только на стволе детки, но и на маминой вот этой части тоже что-то такое появилось гнилое. Вот как будто меня услышала и детка, и мама, и они вместе решили: ах, такое вы говорите, вы получите. Вот я и получила. Вот здесь оно было, на самом краю. Я обработала этой пастой сильный фунгицид, который борется с гнилями. Подхожу на следующий. Ничего не помогает. Вот так чуть-чуть отгинаю листик и вижу там белоснежную плесень. Белую. Ну что, плесень, значит Максим. Применяю Максим. И уже понимаю, что ничего не поможет. Каплю неразбавленного Максима. И что? Все гниет. Смотрите, какая идет стволовая гниль. Мокрая гниль. Вот съедает орхидею мгновенно. Причем, если посмотреть вот с этой стороны, вот здесь на стволик орхидеи, ничего не видно. Ну, там просто Максим распространился. Ничего не видно, вроде как она целая и здоровая. Но листья, вот они, пожелтение листьев, точка роста, ее можно уже и убрать. Она разлетится, эта орхидея, моментально сейчас. Она гниет, она гнилая, она желтая, она влажная, она мокрая. Вот они листья, которые моментально гниют. Вот такое случается. Слышат ли нас орхидеи? Действительно ли правда о том, о чем я говорила, что материнское растение может передать свою болезнь и детям? Может быть, это что-то генетически происходит. Может быть, те споры бактерий, которые были на материнском растении, ждут просто благоприятного момента, чтобы поразить и следующее растение на этом пеньке. То есть детку. Ну вот так получилось. Обидно? Да, обидно. Что с этим можно поделать? Видимо, уже ничего. Вот так же мгновенно погибло и это материнское растение. Точно так же мгновенно погиб первый бронзовый Будда. Единственный Арксрей еще держится.
Вот такое тоже случается. И об этом тоже нужно говорить и рассказывать. Потому что много таких случаев, когда и вы мне пишете, и показываете фотографии, и лечению это не поддается. Да, можно еще какой-то здесь применить химикат. Ну, более сильный еще может быть фундазол. Но обработать ее всем, чем только возможно, это невероятно. Если это бактериалка, мы же не биологи, как я всегда говорю, мы не можем определить, что это за гниль. Если это бактериальная гниль, то это растение просто надо утилизировать. Потому что бактериалка распространяется со страшной силой и заражает многие растения. Вот как бы мне не было печально, жалко, горько, все-таки я это растение утилизирую, дабы не распространилось на другие. Обидно. На этой печальной ноте, наверное, я закончу видео. Но показывать такие вещи нужно обязательно для того, чтобы вы об этом знали. Что это не наши промахи, а, к сожалению, природа так устроена. То, что слабое, не выживает. До новых встреч, друзья! И до новых, более оптимистических видео.